Всем привет. Мы продолжаем проходить ложь Пи. Я прошел наконец-то это проклятое место, где дважды нужно перепрыгнуть вот эти две мельницы. И потом вот в эту сторону прошел и, получается, активировал рычаг, и у нас в обратную сторону вот эти платформы начали ехать. Но в следующую комнату уже не заходил. Давай посмотрим, что там. Кто-то лежит. А зачем? Это подстава какая-то. По-любому сейчас драка будет. Ну давай. Ну я же сказал. Такая классика. Спокойно. О, у него защита есть. Ничего себе. Это Джаггернаут прям. Ай, тихо, тихо. Уфу. Прилетела. Так, ну он достаточно медленный. Но бьет больно. В этом-то и забава. Да куда ты, мужик? Ничего. Вот это было неплохо. В углу прям зажимает. Эй. Мне стамины, да, мне стамины не хватило, ну точно. Так, а что там взять? Кошачья пудра. А зачем он? Ладно, это мы потом выясним. Это, скорее всего, была как приманка. Ай. Он догоняет. Он догоняет. Слушай, в любом случае тебя. Так, ну это дядька точно непростой. А что если мы... Вообще не то. Ну, такое. На 400 ему прилетело. Он быстрее оказался, естественно. Что бы с ним делать-то такого интересного? Ну, в принципе, вполне его можно попробовать закружить. Ну, да. Он кружит быстрее тебя. Интересный дядька. Тут даже мини-боссы сложные. А у этого, я почитал, можно будет потом души боссов обменивать на какое-нибудь особенное оружие, которое разбирать нельзя по частям, но в принципе дело того стоит, я думаю. Только, наверное, квестовую линию надо за него выполнить. Будет нормально. Так, ну что, тренируемся, да? Да и заодно можно душу пофармить чуть-чуть. Сколько за одного моба дают? Ну давай, подыхай уже. Вообще ничего не дали? О, 130. Ну... С учетом того, сколько я раз бегаю, в принципе... Почему бы и не да. 316. По 316 душ, в принципе, безопасно фармить. Будем заходить к ним. Пока не пройдем. Маквек, привет. Я что-то так и не понял. У нас у этого мужика есть ли какой-то дополнительный урон, если ты его лупишь огнем или нет? Потому что у меня только оружие на огонь заточено. Да, помню. Он все время будет снизу падать? Ой, сверху точнее, да? Ну давай. Удар.
Вот иногда вообще не очень, когда... Блять. Это жизнь. Ой, ложь пи игра. Недавно вышла. Souls-like, мать твою. Блин, чё так больно бьет? Я не успеваю за ним. Я его удар перебил. Но снес у него почти ни хера вообще. Так, у меня стамины нет. Капец, у него размашистые удары. И он прям следит за тобой. Он, то есть, начинает бить и поворачивается в твою сторону. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля. Так, окей. Ну, пару раз ему засандалить я успеваю. Правда, потом уйти не получается. Это печально. Ну чё, делай что-нибудь. О. Да. Ковырять его долго придется, если что, вот таким способом. А что делать? По 2 удара. Да, не больше. Окно ровно в 2 удара. И то, если повезет. Блядь, ну если он тебя поймает, то все, хана. Он тебя прям давит к стене. Своим ударом. И сносит четверть минимум. Ну да, на что я надеялся. О! Она. Так, а давай поэкспериментируем, попробуем его попарировать. Кстати. У меня вроде переката хватает ровно на его удар. А и стамины нет. Так, подожди. Можно полечиться. Ну, ящики, блядь. Ну, не знаю, YouTube так решил. Ты знаешь, смотришь на каналы, у которых миллион подписчиков, у них даже и 10% нет просмотров. Ну, типа, если у канала миллион подписоты и всего посмотрели видео 10 тысяч, так что я вообще не удивлен с моим маленьким каналом, что такое творится. Ну, 2000, кстати, я скажу то, что это не так уж и много, твою мать. Кстати, возможно, это что-то, ну, что-нибудь из-за санкций зависит. Как же мне его отмудохать? Вот он тебя просто... Он ловит на том, то, что он во время удара, любого причем, он прям бьет ровно в тебя. То есть, если даже он стоит на месте, он поворачивается в твою сторону, насколько ты отбежал. 51 подписчик на стриме 21. Ну, слушай, это хороший показатель. Ну и как с 21 зрителями справляешься? У меня, наверное, башка взорвалась, если было бы больше 10. Не успеваешь играть одновременно и чат читать. Угу. Ну, с этих стабильненько падает по 316 душ. Окей. А может рукой его? Да не, рукой не поможет. Уточить. Ну давай попробуем сейчас к нему подойти и залочить пуху на огонь.
Да, через ОБС. Самая удобная программа и доступная. Так, точильный камень. А все, я заточил, типа? Ну-ка, давай получше его так огнем заправим. Я пробовал еще Streamlabs, по-моему, или что-то такое. Не знаю, что-то она как-то хитросделанная какая-то. Ну-ка. 300, 650, 900. 1200, кстати. Так, то есть вариант поджечь эту сволочь и потом бить, да? Только у меня стамины не хватает. Подожди, мужик. Ну-ка, походу есть. Тихо, души. Все, я спокоен. Половину я у него снес чисто огнем. Бля, ну он мне, наверное... Он не даст мне этого сделать второй раз. О, глуханул, отлично. Ну давай еще добьем. Добьем же по-любому. Отвали, дай продохнуть. Так, главное не давать ему себя ударить, иначе он в жизни... А, они и так восстанавливаются. Или нет? Кстати, есть вариант вообще ему типа удар лютый нанести. А, все. Просрал я счастье. Да ладно. Я ему в щит треснул. Вашу мамашу. Так. Дотянись. Да, блядь, стамины нет. Да лупи ты его. Глянь. Да ему один удар, твою мать. Ему один удар оставался, все. Ну, я пожадничал, наверное. Я не знаю, тут, по-моему, самое оптимальное его подлететь его и сразу бить как можно больше, чтобы у него наложилась огненная вот этот дебаф, и тогда он хотя бы хоть сколько-то здоровья больше потеряет. Потом как-то уворачиваясь бить его. Ну, в принципе, в ВК у тебя будет 600 просмотров точно. Не, я не это. Нет желания на ВК там рестримом заниматься. Там тоже, знаешь, бывает, предлагают там на Трово попробуй, еще где-нибудь, Twitch там. Да нахрена нам это все это надо? Не знаю, YouTube устраивает просто как платформа, и что-то добавлять, по-моему, я думаю, не стоит. Тем более, знаешь, количество зрителей, как бы, это такое субъективная довольно-таки штука. Подожди, а почему у меня 3700 душ? Ну, типа, знаешь, у одного, допустим, чувака будет 600 человек на стриме ВКонтакте, а у другого будет 3. А на Ютубе наоборот все будет по показателям. Да и хрен бы с этими циферками, серьезно. По большому-то счету. Я не собираюсь куплиновым становиться. Надо пуху точить, по-любому. Огнем. Потому что он хотя бы она его поджигает. Куда у меня душ-то 2000 делась? Почти. Кстати, они всегда валяются в одном и том же месте. Косарь забрали, вот почему? Может, потому что он мне урон наносил? Это странно. Вообще тут странная механика с душами. Вот тут как, допустим, у Хидетаки было. Ну, да, в любых Dark Souls'ах. Ты, к примеру, потерял души. Ровно такое же количество душ будет на этом месте. Тут почему-то их забирает. Ну, это что за хрень? Это заставляет лишний раз тебя просто фармить эти души. Отстой. Так, ладно, пуху точим. Не-не-не, получше точим.
И не успел. Надо ближе как-то подходить. О, оглушил. Ну дай стамины-то еще. Да где? Я его потерял. Да пошел ты в очко. Че жалко-то? Че меня жалеть? Не понимаю смысла. Че меня жалеть-то? Да, блядь, дайте стамины, твою мать. Кстати, да. Здоровье что-то такое себе. Это осень, наверное. Блин, а тут реально, можешь не торопиться. Ну ты по-любому ошибешься, мне кажется. Да, вот типа того. На волоске, чисто на волоске. Отвали. Бля, придется еще подхилиться. Блять. Сколько лет? 3 года, по-моему, или 2? 3, по-моему. Да это хобби, как бы, я не собираюсь там что-то на нем зарабатывать и все такое, если ты об этом. Бывает. Люди бывают по 10 лет стримят. И как бы результатов не шибко много. Это все циферки. Если на эти циферки внимание обращать, то можно спятить. Наверное, так. О, подожди, есть. Так вот, да, чисто ради кайфа. Посидеть, полобать, если что, пообщаться. Наконец-то я замочил, дали за него кварц. Так, и мне еще какая-то петушня прилетела. Где эта дичь? Шача пудра. Что там скрывающее ваше присутствие? Ага. Не спасает от врагов с тонким обонянием и тех, кому попались на глаза. Ну, короче, зелье скрытности, это понятно. Как понять враг, то, что он с каким-то особенным обонянием? Вроде длинных носов я не видел. Тут даже у Пиноккио длинного носа нет. Хотя должен быть. Так, вон там какая-то блестяшка, давай заберем. Короче, я этого урода сделал, получается, с 4-й, да, попытки. Неплохо. Яркий осколок. Давай мы, короче говоря, да, вот так похилимся. И сейчас, по идее, на мобах я должен заработать хотя бы еще одну хилку плюсом. Вот только непонятно, где костер. Это довольно-таки сложная была башня, в целом она длинная, и костров только один костер. А дохнешь тут просто как псина ссаная. Никто вставать не будет случайно? Даже удивительно. Что это? Коробка с припасами крата. Увеличивает магазин Палентина. Кто такая Палентина вообще? Это такие имена, я вообще их не помню, кто кого как зовут. По-моему, что-то София, это у которой прокачиваться. Ну-ка, давай прочитаем. Палентина выставляет новый товар. Коробка с припасами, полная разнообразных товаров. Палентина из отеля наверняка знает ей цену. Коробка с припасами, собранными в ратуше крата для оказания помощи. На пломбе коробки сельдь, символ города. Кто будет ставить сельдь на герб города? Вы че, идиоты? Я бы так не сделал, честное слово. Может, здесь что-то есть? Нет.
Че, мы еще выше идем? Нет, ниже. То сначала до этого поднимались на этой, как его, хрени-то. Как он? Нет, почему-то в голове бронетранспортер. Нет. Короче, на этой хрени на вагонетке поднимались вверх, теперь вниз спускаемся. Вот, наконец-то мне костер. Архиепископ Андрес однажды сказал мне всегда оставаться верной себе. Кто вообще это разговаривает? Но босс этого уровня будет по-любому архиепископ. Термитная смесь, кстати, неплохо. Туда-сюда, обратно, по-моему, это как раз про эту игру. О, чика какая-то. Монашка. Интересно, она мастурбирует распятие. Ну, по факту надо вот туда, наверное, топать. Надо вообще ломануться, я думаю, в этот, как его, в отель. Здесь порча. Порча, приворот. Надо воду откачивать. Ладно, полетели, короче, в отель. Попробуем качнуться, посмотреть вообще. Что-то я там давненько не был. Может быть, что-то можно купить. Сборка оружия, сменить. Вообще нужно почаще подходить в отели к NPC, потому что у них появляется либо продолжение квеста, либо, ну, если ты его случайно взял, либо какой-то хотя бы намек, как его делать. А вот эта бабенция, кстати, которая на беременную похожа, вот она как-то перемещается всегда чик-чик-чик по одной и той же траектории, как по кругу ходит. В этом есть что-то зловещее. Нужно ей отдавать. Нет, это София. Я пользуюсь своей силой, чтобы помочь тебе. Сколько прокачка стоит? 6200. 300 душ. Сейчас сделаем. Я вот только думаю, что качать. Может, стаминки чуть-чуть добавить себе, а то что-то как-то вообще тяжко. Плентина. Вот. Это ладно, но я, по-моему, это все читал еще. Давно. Ладно. Ну-ка давай, посмотрим, что он там теперь продавать-то будет. Барыга местная. Коробка с припасами, официально утвержденная властями Крата. Я открою и добавлю товары в магазин отеля. Премного благодарен. А, мне еще за это осколок эрго дали. Но, купить. Катализатор легенды. Да слушай, ну раньше типа я их собирал. Теперь покупать можно. Ампула очищения добавилась. Срочная починка. Ну слушай, я пока таких боссов не мудохал, чтобы мне прям моментальная починка нужна была. Свежее красное яблоко. Будто оно переполнено сладким освежающим соком. Сладкое яблоко сегодня большая ценность. Это нужно. Это скорее всего квестовый предмет. Я не знаю пока зачем. Лунный камень тьмы, кстати, появился. Это на тот случай, если у меня будет куча оружия и неопределенность, что качать. Это неплохо. Особого оружия. Это как раз оружие, которое падает с боссов. До +3 только качается. Ну, в принципе, это то же самое, только вот для неразборного оружия. Давай мы, короче говоря, яблоко возьмем. Не знаю пока зачем. Но это квестовый предмет определенно. Теперь. Царь сфармить, как бы, ну, вообще не проблема. Руку легиона можно создать с помощью сердечника легиона. Воспользуйтесь ремесленным станком Вининьи в отеле. Я вроде ничего такого не собирал. Чтобы
руку делать. Ну давай проверим. Бла-бла-бла. Расшифровать криптососуд. Дать искусственный криптососуд. Ну давай дадим. Я не знаю зачем. У нее такой акцент. Признаюсь, давненько этим не занимался, но я мигом восстановлю навыки. Талант не покидает истинного гения. Что? Нет, конечно, я не читал, что там написано. У кого в наши дни есть время на чтение? Но я могу помочь тебе его прочитать, если захочешь. Чего? Расшифровка искусственного криптососуда. Указание: ударь марионетку, висящую на мосту алхимиков. Зачем? Бить-то ее. Приложение. Послание Аделине. Дорогая Аделина, для тебя подготовлено убежище. Это квартира на бульваре Элизион. Можешь оставаться там, пока все не уляжется. Мне удалось найти сопровождающего, который тебя туда отведет. Тебе нужно только добраться до моста алхимиков на бульваре Элизион, и ты спасена. Адрес и ключ спрятаны в марионетке, которая висит на мосту алхимиков. Попроси сопровождающего ударить ее. Это убежище должно стать нашим первым домом, но, видимо, в другой раз. Взамен я буду некоторое время сопровождать алхимиков. Мы отправимся в собор Святого Франжелика и на всемирную выставку. Возможно, задача в том, чтобы доставить беженцам лекарство от каменной болезни. Я вернусь, как только закончу. Блин, я сейчас смутно начинаю, пытаюсь вспомнить, где же это, где эта марионетка висит. У тебя же стрим есть. А, Steam. Да, Steam есть. В контру я не играю. Вообще. Контра, Дота, не моя. Ну-ка, поговорить еще что-то. Пульчинелло. Конечно, тебе интересно, Пульчинелло восстановился благодаря тебе. Отчасти в основном это моя заслуга, но сам знаешь, гении не дремлют. Только иногда отдыхают для поддержания красоты. Пульчинелло не просто мой дворецкий, он последний член семьи, на что у меня остался. Я не забуду того, что ты сделал для нас. Будет что-нибудь нужно или попадешь в передрягу, зови своего друга Вининье. Ага, эмоцию он мне дал, хорошо. Еще какой-то есть диалог о безумии марионеток. Никто не знает, что вызвало безумие марионеток, даже я. И почему именно в тот день, что было это было ужасно. Жестокая волна убийств и хаос врезались в мою память навсегда. Это не должно было повториться снова. Я позаботился обо всем. Создал особые детали, чтобы марионетки точно не теряли своей преданности. Армия марионеток не восстают по случайности. Все было преднамеренно. Не хочется спешить с выводами. Но единственный, кому это под силу, сам король марионеток. Нам нужно выяснить, как это произошло. Все, да? Не знаю, наверное, просто не мой жанр. Я вообще, в принципе, онлайн-игры практически не играл. Последний раз мы в онлайн играли во что? В Альхейм Малабале. Это было весной, что ли. Подожди, а модифицировать? Раз-два. Нечем качаться. Нужны патроны легиона. Ладно, понял, принял. А здесь мы что, можем качнуть? Так. Можно эту пуху заточить на плюс 4. Не знаю, рискованно, если я потом ресурсов не найду. Ладно, хер с ним, я думаю, была не была. Если что, мы, короче говоря, вот эту пуху будем точить до последнего. И потом, в надежде на то, что мне с босса какая-то кайфовая мотыга выпадет, и мы ее будем затачивать прям тоже до упора. Хотя, блин, я не знаю, тут все оружие так-то, если грамотно раскачать, оно будет ништяковое.
Качаем. Лунный камень серпа. Плюс 4. Охереть. Кстати, ты вот сейчас написал, Марио. У нас же 20 нового числа. Блядь, ну 20 числа выходит новый Марио. Надо будет пройти его. Вроде будет прикольный. Я тут еще Nintendo этот посмотрел директ. Что-то, по-моему, про принцессу Пич там забавная у них будет выходить. Антония, люди понятия не имеют, сколько секретов погребено в крате. Спасибо, что составил мне компанию. Что тебе любопытно? У нас вот с этой тетенькой, короче, прям на протяжении всей игры будет длинный квест, который имеет разные концовки. Я что-то как-то тут почитал. Не, почаще не получается. Надо еще на работу ходить, успевать. Я вон сегодня в ночную смену отработал, поспал после ночной. И все, и погнали. Погнали стримить. Сейчас вот 3 дня есть свободных. Можно полобать. Ну-ка. Но у него ничего такого. Где эту марионетку? Точнее, ну да, где эту марионетку искать? Кстати, есть же кварц. Очнемся? Там, по-моему, по одной единице надо, да? Жалко, нельзя прям всю ветку выкачать. Ну, в смысле, можно, как бы, но важнее вот эту штуку. Так, повышение атаки при максимальной прочности. Нет, потому что максимальная прочность бывает далеко не часто. Либо это будет дрочево постоянно точить это оружие. Нахрен нет. Повышение атаки оружия при зарядке +1. А если больше? Непонятно. У тебя 1:32 ночи? Прикольно. Повышение атаки оружия при зарядке +1. Так, усиление повышает ошеломляющий эффект атак с уклонением и рывком. Повышение разрушительного урона при идеальном блоке. А вот это, кстати, интересно. Идеальный блок иногда получается же. Ну, как бы, если прям от парирования лобать. Что у нас еще есть? Улучшенное восстановление импульсных ампул. Ну, типа она больше хилить будет, слушай. А насколько лучше? Повышенный урон во время заряженных атак. Применение умения легенд. Но заряженные атаки ты не так часто делаешь. Тебе иногда их просто не дают делать. Повышенное сопротивление атрибутам. Вот это что? Отрицательным эффектом. Ну такое. Пониженный расход выносливости при заряженных атаках. Опять же, заряженные атаки не часто делаешь. Повышение заряда легенды при идеальном блоке. У меня и так легенда восстанавливается от ударов. Ускорение восстановления прочности оружия. Нет. Я подожду, пока этот МКС выйдет, наверное, на торрентах скачаю и пройду. Потому что, говорят, сюжет такое, как бы, ну, начало вроде неплохое, а вот вторая часть, вторая половина сюжета, бред сивой кобылы, вот эти вот там
Из вселенной в вселенную они прыгают. Так. Ну, вообще, как бы по традиции, как только выходит Mortal Kombat, я его прохожу. Так, чисто посидеть вечерок, быстренько пробежать сюжетку, просто так. Посмотреть бойцов, как они, какие изменения. Но, как правило, изменений не очень-то много. Пониженный расход выносливости на рывок. А вот это, кстати, неплохо. Вполне. Давай, наверное, да, вот это вот, короче говоря, пониженный расход выносливости. Стамину будем чуть-чуть экономить. Повышенное продление действия расходованных предметов. Нет. Продлить действие особо точильного камня. Блин, это бы тоже не мешало. Снижение потери эрго при смерти 1. При первой смерти, да? Усиление катализатора легенды. Вот это вот вообще непонятно, что за катализатор. Короче, ладно, давай мы сюда вхерачиваем. Вот что. Пониженный расход выносливости на рывок. Вот так делаем. Вот так. Еще одну кварца и плюс одна хилка. Интересно, сколько кварца вообще можно за игру заработать? Здорово, Альф. Все, вроде NPC, вроде никаких. Шли искать тот мозг, где марионетка висит. Да? Сейчас он двери тут дерну. Я думаю, что все-таки вот этот ключ на улицу Розы Изабеллы, это типа что-то финальной локации. Сколько у меня вот этих вот плюс 100, короче, плюс 300, плюс 1200, того 1500. Еще 1000, 2500, 3200. Нормально. Используем все и качаемся. А какой киберпанк? Игру я неофициально эту покупал, она, ну, короче, я брал ее на сайте, и если на этом сайте берешь, во-первых, цена низкая, во-вторых, играешь только в офлайн. Дополнение? А что, они еще что ли требования подняли и на дополнение тоже? Она как бы до этого Киберпанк-то довольно-таки требовательная игрушка была. Они еще, короче, накрутили, блядь. Вот утырки, а. Куда? Куда? Мне приходилось даже вот в оригинальном Киберпанке то ли убирать совсем, то ли этот, как его, кстати, тоже попробуй. Туман. Туман и облака. Ты, по сути, на это говно не смотришь, но это очень сильно жрет ресурсы карты. Вообще, ты загугли, типа, такой момент, что так и набирай просто настройки Киберпанк Phantom Liberty для 360, короче, RTX. Я думаю, там тебе что-нибудь дадут адекватное. Я, в принципе, у себя вот так настраивал. Все, этого достаточно. Давай мы сейчас уровень вкорячим и пойдем марионетку-то висящую искать по квесту. Вот только что качать. Может, выносливости еще? Под щучью голову, а?
Давай, наверное, да? А то бывает очень часто то, что стамины не хватает. Давай. Так и сделаем. Ну вот я прошел Киберпанк. Не знаю. Мне не зашла эта игра. Там скучно. Скучный сюжет. Как они обещали там лютую вариацию. Там ты можешь квесты по-разному проходить. Нет. То есть, по сути, у тебя линейный практически сюжет с небольшими ответвлениями. В общем, много претензий на самом-то деле к игре. А теперь вспоминай, где там марионетка висит. Так, ну не в этой и не в этой локации, это точно. Она висит где-то в первых двух. Вот только конкретно где. Наверное, я все-таки встретил ее чуть-чуть попозже. Может, возле входа. Ну давай попробуем бульвар Лизиан пройтись, как-то посмотреть. Там же по-любому написано было где-то. Примерно куда идти-то хоть. Ну-ка давай какие-нибудь записочки пороемся. Нет, нет, нет. И тут нет. Че, я уже пушку на +5 заточил. И идти же, пассатижи. Вот. Мост алхимиков. Слушай, ну тут вход на мост алхимиков я что-то вообще не видел. Ну давай попробуем прям с самого начала, наверное, пробежаться. А чё с глазами? Я вот у окулиста только на медосмотрах бываю. Вообще глаза дело такое. Так. В принципе, я с отеля мог сюда попасть. Я не совсем понимаю, просто я назад иду или вперед. Что-то как-то. Угу. Ну тогда там быстро отпустят. Бля, я помню в детстве, короче, как-то было дело, мне в глаза эту штуку закапывали, которая зрачки расширяет. Жесть, 3 дня вообще, блин, все мутное. По сути, мне нужно мост алхимиков на бульваре Элизиан. Где этот мост взять? Вот на бульвар. Ратуша. Рата. Может быть, оно раньше? Не помню. Что ты там готовишь?
В общем, я вообще в душе не чаю, где искать. Просто пошли вперед. Так-то тут, в принципе, тут все собрано. Прикольно. Чё по зарплате? Кстати, а это разве курица, она не сразу в панировке приходит? Ну, типа, чтобы у тебя забота была только взять и опустить ее в масло. Я просто смотрел, как, ну, типа, в этом готовят в фастфудах в различных. Там, как правило, уже все готовое, только в масло запихиваешь, да и все. 45? Неплохо, слушай. Тренировка отдельно. Я, кстати, как-то однажды готовил крылья. Как вот. KFC. Полгорода обошел, чтобы найти этот хлопья кукурузные, не сладкие. Обычно же они с сахаром идут. Вот. Ну, это понятно. Тут можешь как бы импровизировать, ты как хочешь. Ну-ка, у этого мужика что-то есть? Та-та-тан. Угу. Все, я понял. Сейчас бы даже, ну, на самом деле, ты тоже от панированной какой-нибудь острой курицы бы не отказался. Прикольная штука. У нас вот нет KFC. Эндуро это что? Подожди, а что обратно на площадь? Ну да, обратно приперся в отель. Где искать-то это? Ну точно отель. Ну, я не могу все слова в мире знать, что они означают. Так, на площади на этой я был. Аллею тоже обошел. Может быть здесь? Если смотреть по расположению вот этих вот точек, то получается... Блин, да не здесь же оно. Блин, а место-то на самом деле такое примечательное, как бы. Я просто забыл, где его искать. Мост. Мост алхимиков на бульваре Элизиан. Я в упор не помню. Слушай, там где-то, где получается мы с Ишаком дрались. Спокойной ночи. Я постараюсь поправиться.
Блин, где мы с Ишаком дрались? Ишак, получается, у нас был перед электрическим боссом. Между электрическим и этим, да? Тель-Крат. Я не помню. Тель-Крат был после или... Нет, с электрическим мы дрались до отеля. Надо вспоминать, короче говоря. Просто вот с первого костра по-быстрому пробежать. Давай, сейчас спидран устроим. Мне аж просто уж очень интересно стало, где у нас эта марионетка висит, потому что я помню, что она была где-то рядом. Так. А вот если мы назад прям пойдем. Угу. Тут у нас был мини-босс. И это самое начало. Все. Начинаю припоминать. Давай сейчас. Там у нас закрыто. Камон, чуваки. Там у нас закрыто. Хорошо. Тогда идем вот сюда. Здесь у нас вроде две дороги, да? Одна у нас ведет к командующему парадом, да, или как этот называется. А вот это идет в обход, по-моему. Но лучше проверить. Да-да-да, до свидания. Сейчас, глядишь, еще зубчатых колес нафармлю. Короткая палка у него была, он не дожил. Так, вон там мы смотрим на Крат. На отель. Поднимаемся сюда. Блин, а где же? Тут переулки, это всякая херня, короче. Он так или иначе должен оказаться чуть позже отеля. Так, что-то их много. Подожди. Разойдитесь. Туда не пройти. Вот сюда идем наверх. Да, все, вот эта срезка была. Там я тоже наверняка где-то бегал. Получается, после отеля мы шуруем через... Я сейчас по-любому должен отель насквозь пройти. Я же здесь электрокопом-то бодался. Или нет? Я не помню. Ладно. Где же это место?
Может быть, идет за этим? Ты тут этот мост по-любому проходишь по сюжету. Давай сейчас просто насквозь отель пройдем. Да, значит, получается, у нас электрокоп был после отеля. Давай, 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 давай. Пока прогрузится. Мы проходим сквозь отель. И двигаемся по прямой вот сюда. Странно, а почему я тогда переместился куда-то и пошел все равно в отеле? В отеле оказался. Меня вроде не портировали. Вот на бульвар. Потом отсюда мы. Ну, давай я, наверное, здесь. Оп. Посидим, восстановимся. Дальше. Ходил, исследовал этот бульвар. Здесь где-то будет по-любому срезочка. Да, подожди ты. Эта срезка получается вот здесь. Столько расходников можно нафармить, что аж покупать не придется. Угу. Тут только подъем наверх. Зачем? Ты обходишь, короче говоря, все это дело и двигаешься вот сюда, получается. Ну давай, подходи по одному. Ой, ты чё это? Тут подъемов никаких. Хорошо. Так, а почему? Я там был. Вот здесь мужик мешает пройти, это я помню. И его обойти никак. Потом мы поднимаемся вот сюда. Здесь будет скоро костер. Распетрушу. Ой, блин, а осторожно. Так. Хорошо. Не, ну-ка иди сюда. Ой, он случайно умер. Здесь я бегал по крышам, потом поднимался еще выше. Сейчас мы быстро это все дело пробежим. Надо только вспомнить, где же я с Ишаком дрался.
Да, сейчас. Кстати, я стамину тут прокачивал, помню. Что-то как-то не шибко ты подня... Да. Просто полздоровья одна падла снесла и все. Вот как. Угу. Отсюда. Ну да, только тут один был путь. Это лестница на крышу. Потом мы выходим вот сюда. Тут был мини-босс. Ну, в принципе, мини-боссом его тоже не назвать. Крыша опять. Костер. От костра мы сейчас поворачиваем направо. Вот, и здесь, получается, я срезку... Да, подожди ты. Блять. Странные уроды. Я про него забыл совсем. Вот здесь мы должны спуститься вниз. Тихо, главное не упасть. Здесь будет лестница. Вот это. В принципе, да. Вот по этой лестнице сейчас спускаемся. И там будет срезка и, скорее всего, на мост. Но это не точно. Две собаки. Так, это тот мост, который нужен? Нет еще. Бля, я походу путаться начинаю. Ну это определенно срезка какая-то. Тут подъем у нас на крышу. Обратно. Вот, наконец-то эта марионетка нашлась. Ну-ка, давай что-нибудь засандалим в нее. Вот этим вот. Вот так. Ёпс. Чё, нет? О, подожди, что-то выпало. Нашлась марионетка. Письмо с адресом убежища. Ключ прилагается. Я должен эту дверь найти? Да ни хера себе. Вот это они прикольнулись. Бульвар понятие растяжимое, и как бы он довольно-таки большой. Все, а там, короче, этот электрокоп пошел, и потом уже после него... Бля, куда мы попадаем-то? Где-то на бульваре надо искать место. Ну да. Не, это уже все, это уже не бульвар. В этом районе надо искать. Так а что ты думаешь, это как у Хидетаки лучше, что ли, были эти квесты? Там все куда хуже.
Ядовитая вода сливается, когда ты пинаешь этот, как его... Там такая часовня. На самый верх поднимаешься. Там такая чашка большая, ее пинаешь, и она падает, короче, и все, вода сливается. Бульвар Элизион, 221Б. А не на крыше ли это случайно? Слушай. Может, это на крыше, там, где два утырка стоят? Слушай. А вдруг? У меня тоже шпага. Только я к этой шпаге еще глифы этот прикрутил. А, подожди. Бля, сейчас не посмотреть. В игре, естественно, паузы нету. Как там у меня, наверное, сабля. Вот, я саблю и рукоять металлической глефы прикрутил, пока заточил на +5. Мне не очень нравится то, что она, видишь, скелится на подвижность под букву С всего. Мне надо, чтобы гран S прям был, чтобы S. Чтоб прям топило на подвижность. До свидули. Да тоже. Вот здесь. Такое ощущение, что вот эта комната 221Б, мать его. Сейчас я покажу. Блять, точно. Да, я про всех забыл тут. Ебаный жопошник. Пошел ты нахер, козел. Еще дальше. Получается, следующий дом. Ну, эти до свидания. Как бы, да, быстро эти игры проходили, если бы всех мобов не зачищать. Да ёпта. Ну, а он попадет. Он обязательно, сука, попадет, потому что у него палка прямая. Копье найду, потом тоже буду всех тыкать в коридорах узких. Насмерть прям. Вот здесь. Это то? Это то место. Ближе. Чё? Ну так проходит на 1-2, попробуй. А, в смысле там ты имеешь в виду то, что по спидрану нестись и ничего никого не убивать? Нахрена? Тогда неинтересно. Так, я думаю, что 221Б это, мать его, вот здесь. Так. Загадка века раскрыта.
Но в таких сейфах часто бывают какие-то ништяки. Хуян, блин, борзый. Облачение доктора Сыча и кварц. Детка. Вот кварц это добро вообще. Ну-ка, давай шмотки посмотрим. Где у нас? Да не. Это. Не знаю, вот это прикольное. Ну, типа как в трейлерах было. И вот это тоже ничего. Прям импозантный аристократ. Пока в этом. Так, пойдем теперь еще, короче, плюс одну хилку себе забацаем. Отель Крат, да. И пойдем дальше церковь эту мучить. Нужно закончить квест этого чела, который... Этот, как его? Который в цилиндре. У него можно потом будет души боссов менять на пушки. Пушки-хуюшки. Что хотел-то? Что хотел? Кварц, точно. И следующий босс у нас Андреас. Падший, как-то его там. Падший архиепископ Андреас, по-моему. В общем, здоровенная лягушка, этот какого. Ядовитая. Жирная такая. По-моему, у него еще пару фаз. То есть из большого потом что-то маленькое там выпрыгивает. Тоже больно бьет. Так, давай. Может, что на атаку бахнуть? Максимальная прочность. Нет. Повышение атаки при зарядке 1. Вот это вот не совсем понятно. Зарядки 1 чего? Одна ячейка вот эта синенькая должна гореть. А если 2? Разрушительный урон, вот я что-то к этому склоняюсь. Идеальный блок. Вообще игра задумывалась от парирования. По-любому. Только не всегда она тебя подставляет. Ты слишком увлекся, чувак, парированием. Ну-ка давай в ворот, как в Bloodborne. Может этого? Улучшенное восстановление. Надо, наверное, на атаку что-то топить. Я вот что думаю. Это уже нельзя больше запихивать. Давай на атаку. Повышение атаки оружия. При разряженных импульсах ампулах. Вот оно в чем дело. У тебя, если совсем хилки заканчиваются, то ты начинаешь с усиленным уроном лупить. Но насколько он сильный? Плюс 2, плюс 8. Конкретика где? Максимальная прочность тоже не всегда у тебя будет, это определенно. Сильные, ошеломляющие внезапных атак. Ну да, попробуй сейчас с бэкстепом. Подойди тут ко всем. Они, как правило, стоят и смотрят на тебя. Если не смотрят, то, блядь, поворачиваются в твою сторону. Повышение разрушительного урона при идеальном блоке. Повышает разрушительный урон по врагам при успешном идеальном блоке. Вот, давай, наверное, это поставим. Бам. Покатит. Плюс 1 хилка. Шесть.
Тебя прям просто реально вынуждает, кстати, вот это вот насчет импульсных ампул заморачиваться, вот именно только вот этот кусок ячейки прокачивать. А потом еще какой-нибудь дополнительный. Просто потому что. Так, ну и все, наверное, пощелкали в церковь. Я вот... все же вроде, да, больше ничего нового, да? Чин-чин-чин. Сколько эта штука? Плюс 700. Ну, мне по-любому на прокачку не хватит. Это особого оружия. Надо еще яблоко кому-то всучить. Вот кому? Подожди. Не совсем помню, кто мне квест давал. Не то. Кто-то давал же мне квест про это. Стоять. Вон тот чел давал квест. Который руками барыжит. Угу. А поговорить. Ясно. Так, пошли дальше ту локацию проходить. Так. Да. Телепорт. Угу. Евгения у нас как раз пушки, да, читит? Ну, типа кузнец. Евгения кузнец, София прокачивает у нас левел. Винини руки делает, а как его там, Папа Карло-то это, как его зовут, я уже забыл. Он нам сердце прокачивает. Вроде все, кстати. Этой теткой я не потрещал. Сесилия, как странно встретить здесь кого-то живого. Но где мои манеры? Я Сесилия, я служу архиепископу, я единственная выжившая. Все убиты или каменной болезнью, или монстрами. Я осталась жива, но мое сердце разрывается с каждым днем. Не сделаешь мне одолжение? Принеси мне священный знак из комнаты архиепископа. Архиепископ был настоящим святым, он мой спаситель. Я запишу его слова в сердце, и, может быть, это даст мне силы жить дальше. Я не могу умереть, но, возможно, это поможет мне снова начать жить. Пожалуйста, поскорее принеси мне священный знак. Она что-то должна написать где-то. Чем-то. Какой-то священный знак. Мне нужно ей распятие принести, типа распятие в виде ручки. Это поможет мне снова начать жить. Пожалуйста, принеси мне священный знак. Ладно, пойдем искать. И будем надеяться, что это какая-нибудь не очень завуалированная штука. Так или иначе, я все равно стараюсь вроде все комнаты обходить. Это единственный, кстати, проход. Ёпа мать. А где кнопка, которая это... Это вот это, да, наверное? Чик. Закрыто. Вот, наверное, этот священный знак, который мне туда надо. А что это за штуки такие? Притянуть могу. Окей. Не-не-не, не то, не то, и не то, и не то. Вот так. А этот-то почему? Он до длинной самой дотянулся, а до той нет. Это как? Ладно, окей. Вот так. Ёпс.
Участок надо будет пройти с первого раза, потому что у меня шестеренок не так уж и много. А чё он в захват-то не берет? Бля, теперь этот меня спалил. Я думаю, если это пятно на меня упадет, то мне будет больно. Так, мне повезло, кстати. Ладно. Можно еще вниз упасть. Так, а если я здесь упаду, это то же самое? Прикинь, это проход к боссу. И все. Туда только чевырк. Ёпта. Они и тут. Пятна. Я их не заметил. Так, ну давай тогда мы и вот это тоже сломаем. Из этих трех открывалось... Ну, как бы вот эти все три открылись, а это четвертое, оно подставное, походу. Ну точно. Так, аккуратно. Давай наверх по лестнице поднимаемся и сначала этого урода замочим, потом попробуем вниз упасть. Два варианта. Либо это развилка, либо я что-то пропускаю. А вот это что за щупальца? Ну не опасно? Нет. Кстати, я никогда тут не проверял. Вдруг тут есть эти какого? Как в Dark Souls. Открытые стены. Чего он его не зацепляет? Ну, это пятно, оно определенно упадет. Бешеная авокадо. Аккуратно. Я думаю, дырки в полу сделаны ровно таким образом, что если ты туда падаешь от его удара, ты, наверное, прямо в эту дыру и падаешь. Зацепился. Вот тебе и законы физики. Вот как он висит? Он типа должен упасть по-любому. Тихо. В общем, я больше не буду сбивать мешки эти. Пусть они там себе висят. Их можно запросто перепрыгивать. Блин, а что делать, если очень хочется упасть вниз? Вот почему собор возведен и по сей день не забыт. Чего паломники... Преклонитесь перед милосердным ангелом. Окей. Лунный камень серпа. Блин, такое ощущение, что тут реально эта локация еще дальше идет. Угу. А туда-то нельзя. Ну, типа, не задумано. Рановато. Надо отсюда порчу слить. Потому что ты... Ну, как бы тут можно пробежать, получив урона массу. Вот там по-любому босс. Так или иначе, я должен это... Ну, я здесь должен побывать. Короче, что я думаю? Рисковать, бежать по порчам или падать вниз туда? Давай, наверное, упадем вниз. Пока это самый безопасный, по-моему, выход из ситуации. Мне сдается, что я там должен как-то подняться потом. Прямо оттуда. Уровень-то вроде 1. Будет обидно, если я уже там был. Это какая-то замануха. Драка будет. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Так.
Бабочка, ой, оп, 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 оп. А где? Эй. Правильно исчезла, подожди. Там же что-то с фонарем надо делать. Вот она. Просрал я бабочку, да? Ну, печально вообще. Блин, ну кто же знал-то, что она тут будет? Очень жаль. Патроны легиона. Качнемся. Подожди. Это пищало такое. Не, бабочки не появляются. Но они как ящерки, короче, в этом. В Dark Souls они... Если ты не успел, то извините. Это место проклято. Здесь разверзлись пучины ада. Вам не спастись, каждого ждет лишь отчаяние. Понятно. Так, давай мы, наверное, сейчас пока на безопасной плюс-минус лестнице сделаем перерыв. 3 минуты. Сейчас я подойду. Продолжим. Угу. Ну, я где и хотел оказаться, я тут и появился. Хорошо. Сколько душ насобирал.
Они зовут это рукою Божьей. Что задерживать? Вы обратили? Чего? Вы обратили на себя лишь гнев Божий. Ладно. Ну и по факту ты, короче, по кругу прошел. Ну, прям с резкой не назвать, но, короче, мне надо через порчу пробегать. Порча. А этот так и висит. Может, подпнуть его? Иди домой. Ладно, 4 лечилки есть. Погнали на пролом как-то. Вот туда. Оп, я успел. Сзади еще кто-то крадется, да? Рано, даже подставы нет. А, нет, есть. Все в порядке. Там этот мужик, олень. Но все ништяки я оттуда соберу, наверное, позже. Когда воду откачаю. Если что, я запомнил это место. Определенно. Никого больше нет? Да ладно. Спокуха. Ай. Оглушил вроде. Кстати, часть врагов действительно, они медлительные, и у тебя есть вполне много времени, чтобы забежать ему за спину и наказать его. И нет, не заряженный удар. Херня с него выпала, честное слово. А туда можно как-то залезть? Видимо, позже. Я оказался тут же наверху. Можно, в принципе, рискнуть. Или не стоит? Давай чуть-чуть дальше зайдем. Хочешь туда, хочешь сюда. Не знаю, давай прямо пока. Наверх поедем, да. Наверх это, скорее всего, срезка какая-то. Чтобы к боссу быстрее бегать можно было. О, что-то мы далеко едем. Проклятие, не могу найти выход. Монстры повсюду, нужно забрать свою долю и уходить. А кто это такой? Нам с ним драться придется. По классике. Только у него теперь 2 оружия. Не, подожди, рано к нему. Я еще не все осмотрел. А по дороге, получается, оленя не должно уже больше быть. Где-то тут костер должен быть, значит. Давай тогда сюда наверх сходим. Ага. Я совсем забыл порассматривать вот эти вот углы. Так, мы по-прежнему... Ну да, вон этот олень валяется. А где воду откачать? Отсосать, так сказать. Мыши где-то пищат. Еще кто-то на органе лобает. Неистово.
Так. Туда еще как-то можно попасть. Вот отсюда. Ладно, давай. Неотложная помощь. Да, нужна она тоже мне 200 лет. Ладно, тут недалеко. Не шибко хорошая награда. Я, в принципе, не сильно запарился тоже с ней. Вот. Сейчас мы откачаем отсюда воду. Вот таким образом. Но и это еще не все. Там еще локация дальше продолжается. Блин, ну почему здесь нельзя быстрее обойти? Так, прежде чем туда заходить, давай вернемся, заберем вот тут все ништяки. И пойдем дальше. Оп. Оп. И потом еще ниже. Вот так. Это тут все, что было? Серьезно? Не густо. Ну, а тут, естественно, тебе не пройти просто. Такое ощущение, что до босса придется долго бегать. Но перед этим надо будет мне сходить, прокачаться. Или, может быть, мини-босса сначала положить. Давай, наверное, сначала к мини-боссам побегаем. Вон еще плюшек сколько разных. Дневник архиепископа. Сесилия снова не здоровится. Сегодня братья Адамсы нашли ее стоящей словно мертвой на краю обрыва и привели обратно. И это просто, если лунатизм, то ничего страшного. Но я беспокоюсь, что она снова вернулся ее зов крови. Меня это очень печалит, ведь я лучше, чем кто-либо, знаю ее сильной вере. Господу угодно искупление. Возможно, мне стоит попросить ее искупить вину за посещение острова алхимиков. Благодаря Сесилии их реликвия в моих руках. Я не дам этим мерзавцам еще сильнее навредить Крату. Это очистит город. Может быть, с самого начала не следовало привечать этих людей. Это катастрофа, высший суд. Надо было дать им отворот-поворот еще 30 лет назад. Наконец близок. Крат, город, благословленный Господом, и я, Андреас, спасу его. Дневник сильно изорван. Почему я? Спокойствие. Только шаг в комнату сделал, налетели. Священный знак архиепископа. Вот, надо это тетке отнести. Нашелся знак. Хоть назад возвращайся. Ага, и еще какая-то плюшка. Это можно одеть. Вот сюда. Как обычно, это все веса добавляет. Но физурон выше. Они заставляют тебя периодически поднимать уровень, чтобы ты больше вес таскал. Что, надо бы к тетке этой вернуться, я думаю. Тут дорога к боссу. А здесь... А, вот и костер. Да, все куда проще.
Правда, в обход все время бежать придется. Печально, ладно, отдадим ей эту штуку. Где она? Ох, спасибо. Один только вид священного знака архиепископа придает мне бодрость духа. Это напоминание о тихой вере, силе веры. Я вечно буду тебе благодарна, гвардеец. И все? Это все, что она мне дала? Вот отстой, пошли в отель. Я, значит, тут по коловарам. Подожди. Ага. Там где-то рычаг должен быть. Я, значит, тут по коловарам бегаю. Суечусь. Давай сначала прокачаемся. Ищу, значит, ей какой-то знак. Знак этот находишь, а она тебе какую-то ерунду дает. Просто, ну, лекарство от всех порчей там разных дебафов, которые на тебе висят. И все. Не густо. А где? Вон он. Подвижность. Сколько добавлять? +1 всего. Вы серьезно? Вообще не вижу смысла. Давай, может, пока мы поподнимаем мощь. Если что, в принципе, все таланты можно потом вообще переделать. Была бы подходящее оружие. Давай мощь пока поднимаю. Сейчас нужно будет ворота эти открыть, которые к боссу идут. По-любому где-то будет этот момент, чтобы способности свои переделывать. Иначе никак. Надо только оружие найти подходящее. Ну-ка, стой. Я ж ту бабочку не убил. И как вариант, она может быть там еще есть. Да, вот она. Заводная ручка таланта. Ну, оружие, если что, переделаем как-нибудь. Ладно, зато бесплатно. Точно, я же вспомнил этот момент, то что у нас можно перезагрузить, скажем так, уровень и заново недостающих найти. Ну, то, что ты там потерял. Бабочек, ящерок. Да, камон. Всех собрал.
Успел, надо же. Так, отсюда мы идем, получается, вот сюда, вниз. И оказываемся вот тут, где у нас есть пару мобов. Потом проходим дальше. Спокойно. Будет не очень, если олень этот ожил. Олень посложнее, конечно. Куда этих уродцев? Но все-таки я верю в то, что эти ворота как-то с другой стороны открываются. Ну, типа, если ты босса не проходишь с первого раза, то что ты будешь страдать, вот это вот всю толпу эту пробегать? Хотя, запросто вообще. Разящий клинок. Угу, отсюда сюда. Сейчас еще надо на мини-босса сбегать. Так, это костер. Но сначала вот сюда. Как это открыть? Потянуть цепь. Все, балдеж. И что мы имеем? Вот, значит, дорога к боссу. И воспойте хвалу, ибо явился новый чудотворец. Я, святой Андреас, уберегу эту землю. Да сейчас. Пошли, в общем. Где у нас лифт? Попробуем мини-босса сначала положить. Может быть, с него что-то упадет. Прям полезное. Пока не очень хочется к боссу идти. Но конец этой локации не такой напряжный, как это было в начале, когда ты по этой церкви поднимаешься, вот по таким вот тоненьким палочкам идешь. Так. Что, драться будем? Я думаю, будем. Как странно, я думал, я здесь единственный, кто еще сохранил разум. Я думаю, я не нуждаюсь в представлениях. Видишь золотые крылья? Да, ты правильно догадался. Ты не знаешь, кто я? Не может быть. Все в Крате слышали обо мне. Ты что, провел всю жизнь в лесу? Я пес Алидора, выдающийся искатель сокровищ. Да-да, это мое прозвище. Мое настоящее имя осталось в прошлом. Я ищу других уцелевших в катастрофе, но мои поиски одиноки, и за каждым углом поджидает опасность. Знаешь ли ты место, где можно укрыться? Желательно чистое и комфортное, цивилизованное, понимаешь? Не подскажешь что-нибудь такое? Отель Крат. Отель Крат, конечно, пристанище для каждого. Говоришь, там до сих пор безопасно. Мне предстоят еще долгие поиски, так почему бы и не облегчить поклажу? Считай это подарком в благодарность. Вот ему мы будем отдавать найденные души, ну точнее выбитые души с боссов. Он будет менять их. Раз уж ты такой полезный, я дам тебе взглянуть одним глазком на мою коллекцию. Покажи мне, чего стоишь. Подожди, а коллекция? Как потомок аристократов лучших семей, я в долгу перед простым народом, и я живу, выполняя его. А передать эти предметы законным владельцам — часть долга. Перед тобой лишь часть коллекции. Если придешь в убежище, сможем продолжить нашу беседу. А до сих пор вспоминаю этого пса, когда сияют золотые крылья. Редкая эрго. Убивайте сильных врагов, чтобы заполучить сильное эрго. Алидора — искатель сокровищ, который собирает редкое эрго. Обменивайте эрго на ценное оружие или амулеты Алидора. То есть, короче, у тебя два варианта. Босса убил, вот, и ты можешь с него выпавший редкий эрго-кристалл
потратить на оружие, либо на амулет. В данный момент я вот, получается, убил сломленного героя. Кто это такой? Эрго пламени короля. Но я все эти эрго уже потратил, к сожалению. Вот эта бы пушка тоже была бы, наверное, неплохая. Эх, мечты, мечты. Ну все, это уже не восстановить. Если ты эрго это хлопнул, от босса выпавшее, мне уже ничего не сделаешь. Но это пса, в принципе, Алидора не зря именно тут поставили. С учетом того, что они рассчитывали наверняка, то, что ты будешь хлопать эти души. Сколько я, получается, трех боссов убил. Все эти 3 души я хлопнул. И я думаю, стоящее какое-то оружие будет позже. То есть уже вот с босса, который будет сейчас впереди, Андреас, с него уже может быть какая-то стоящая пушка выпасть. После успешного идеального блока время повышает урон от атаки оружием. Это неплохой, кстати, амулет. Повышает атаку оружия пропорционально числу ячеек легенды. Ну, не знаю. Здесь что? Позволяет уклоняться по низкой выносливости. Понятно. Эх, хоть второй раз игру проходи, чтобы знать о такой вещи. Так, ладно, он придет. Раз уж... Хорошо. Думаю, что он все-таки придет теперь автоматически в отель. И будет где-то там находиться. Сейчас на босса пойдем. Босс злой, сложный. Ну, хоть бегать до него недалеко. Ладно, все равно умирать. Давай посмотрим, кто там на синтезаторе-то все-таки клацает клавиши. Ты кто? Угу. Ну и что, удобно ему вверх головой-то висеть, вниз головой висеть? Прикольно. Ну что, мы долго пялиться друг на друга будем? Смотрел, ушел. Ну, драка будет, по-любому. Масочку оставил. А вот основная масса. Это хоть на что? Ну, вот руку, две руки вижу. Так, голова вниз. Язычок. Жаба. Ну, он больше, правда, на жабу какую-то похожа. Или на паука? Нет, все-таки на жабу. Падший архиепископ Андреас. Угу. Да. Как обычно, жира у него хватает. Давай ты, чучело.
бы меня жопой. О, кстати, он похож на этого, на демона. По жопе его не вариант бить. Он похож на демона из Dark Souls, точно. Может, пушку заточим? В смысле? Эта пушка не точится. А ему адекватный урон только по морде прилетает, типа того. Так, давай попробуем полечиться, там типа того. Да, сейчас. Тут же и порчу на тебя, и все остальное. Ну, половинку я у него снес. Что-то мне сдается, эту жабу убиваешь, и потом будет еще кто-то в ней. Не все так просто. Где? Я вообще ничего не понимаю. Ну да, на мне порча, и я подох. Вообще жесть. Ну, у меня сейчас он меня снесет просто все. Минус 4 лечилки просто из-за того, что ты попался на его язык. Парировать как-то можно его? Угу, можно. Так. Не дает ударить. Как-то подозрительно у него жизнь кончается. Ощущение, что это правда не все. Попробуем парировать его. Мое оружие затачивать даже нет смысла. Так, ну тут уклонение надо определенно. Подожди, лечимся. Лечимся. Ну давай еще полечимся.
Подожди, вырубил же. Ну давай. Но это еще не все. Он как матрешка, по-любому кто-то есть. Уж больно просто он сдался. Сейчас мы с этим червячком будем сражаться. Ля какой. Я думал, он отсоединяется. Только не говорите, что он по локации еще летать будет. Он меня всегда на второй удар ловит. Неплохо, но можно парировать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, просрал я момент. Что происходит? Я вообще ничего не понял. Что-то на второй фазе вообще какая-то безумие творится. Давайте сразу со второй начнем. Ну, по зязе. Жесть. Да, все равно с первой фазы начинаем. Ну его, короче, можно закошмарить чисто с наскока, твою мать. Нет, не получится. Всякую дичь накладывает. Эй, да вырубайся. А все, хана. И момент я просрал. Подожди, лечись. Оп. Оп. Все. Ну, я максимум, да, вот так вот еще
До фазы, до второй доживу и все, и хана мне. Не очень мы как-то с ним начали. Да. Прими, говорит Бога, я его однокрылый ангел. Совсем спятил. Старикашка. Надо как-то менее затратно первую фазу закрывать. Ну блин, как к нему подобраться-то? Я долго лежал вообще. Сейчас. Ну давай, лечись ты. Ну все, босс злой. Ну, заряжай. Вырубил. Ой, все, я покойник, на мне порча. Та-дам! Вот по классике, кстати, ты сначала проигрываешь первый раз, и потом босс жестче становится. Не знаю, почему так, но я всегда такую фишку замечаю, то, что когда ты проходишь, ну, типа, приходишь к боссу, первый раз его лупишь, у тебя первый раз лучше всего получается. Потом приходишь, и он все жестче и жестче. Порча возникает, когда накапливается урон от кислоты. Персонаж и монстры получают повышенный урон от кислоты. Ваш персонаж получает длительный от кислоты, а прочность оружия снижается. Монстры получают повышенный разрушительный урон. Чем выше у вас сопротивление кислоте, тем медленнее заполняется шкала порчи. Для снятия обязательных эффектов используйте ампулу очищения. Ну да. Сколько я должен еще раз туда сбегать, чтобы все ампулы потратить? Так не получится. Вообще от него никак не уйти, просто не скрыться. Он достает тебя везде, по-моему. Ну да. Я сейчас 2 рывка сделал и похеру ему вообще. Он достает тебя. Бежи, да беги ты, твою мать.
половины здоровья уже нет. Язык можно парировать. Понял, принял. Так, все, текать надо, текать. Он бьет практически без остановки. Тут скорее, наверное, кто кого просто. Не знаю, пока тактику вообще не подобрал никакую. Там стенка, да, я в стенку уперся. Кстати, у него есть вторая половина. Это интересно. Походу, можно зайти к нему за спину. Только не говорите, что третью фазу. Ну, типа, ты первую фазу закрываешь, вылезает этот червяк, и ты потом убиваешь либо переднюю, либо заднюю часть, и потом с передней в любом случае дерешься. Это будет жестоко вообще, если тут типа 3 фазы. Подожди, лечимся. Так, давай попробуем за спину ему зайти. Значит, не знаю, кто из них хуже. Спереди или сзади. По-моему, одинаково. Все, хана, порча. Да я... Все равно я бы не успел, я потому что от него порчу словил. Сзади, по-моему, он все-таки менее опасен. Потому что тот крутится наверху, и ты практически его не видишь, когда он делает замах.
Ну, на первой фазе. Ну, главное ее снести, короче. Блять, все, хана. Рай, считай испорчен, потому что он на тебя порчу наложил. Слишком много языка он использует. А че он такой жесткий-то стал? По 2 удара за не этих запрещенных своих делает. Порчу накладывает чаще, твою мать. Не успел. Ну давай. Все. Момент был упущен. Да, пусть добивает. Все равно забег плохой. Ну, снова, короче, должно куча звезд совпасть, чтобы он на тебя и порчу не наложил. И тут надо быстренько его побить. Чтобы перейти на вторую фазу. Вроде отбиваешь, а все равно очень быстрые удары у него идут. Я чуть себе это не словил. Порчу, приворот. Успею? Ну да, я куда-то вообще в другую сторону метился. О, все, он меня в углу зажал. Покойник. Прям в углу зажал. Там не вариант по-любому оттуда было выйти. Как он? Он надо расстояние просто в пол-арены за 2 секунды преодолевает. С которых мне бежать 4. О, да, бля. Но тут он зачистил просто языком. Иногда он не так часто так бьет. Тут он просто начал лупить языком и все. Это рандомные атаки. У него нет какой-то по ходу последовательности. Он просто лупит, я не знаю, как с Катюша. Вот, тупо 3 удара подряд.
Порчено тебе все. До свидания. Плюс еще он добивает руками. Всем остальным. Очень маленькая доля вероятности, что ты сможешь парировать его язык. Хотя можно что-то приловчиться. Блять. Он опять меня в углу зажал. Я, короче, и этот, как его, свой особенный удар тоже просрал. Я его атаку перебил. А где? Если я правильно посчитал, он бьет примерно каждую секунду. Херня. Ну да, и подписка дорогая. Хочешь онлайн, короче, полобать подписку, заплати за подписку, которую тоже в России не купить. За игру 10 отдай. Ну сейчас там они сколько там? 5-7 стоят. По-разному, конечно. Ну типа Человек-паук, если не ошибаюсь, 10 что-то они просили. Сейчас вообще консоли это невыгодная тема. Да и к тому же гарта особо нет на них. Ну типа у PS5, у PlayStation 5, у нее эксклюзивов-то вышло. Сколько она уже? 3 года, по-моему, существует. У нее эксклюзивов-то вышло всего 2 или 3. Херня, ни о чем. Moxiclav, по-моему, да? Что знакомое название? Или я купила Moxiclav, или кто-то из близких, не помню. Так, тихо, главное не перестараться. Ни хера не вижу, он опять меня в угол зажал. Блядь, ну как мне... Как выйти это отсюда?
А как хорошо шел. Ну, вообще, да, температуру после 30, 38,3 надо сбивать уже. Не обязательно антибиотики прям. Вообще антибиотики, ну, сейчас же не по рецепту в основном, ну, не в основном. Сейчас все антибиотики по рецепту продаются. И просто так, как жрать нельзя. Ну, как бы не стоит. Если врач прописал антибиотики, тогда да. А так, лучше просто температура 38,3, допустим, выше. А лучше какой-нибудь парацетамола, что-нибудь в этом роде. Потому что антибиотик антибиотику рознь. Да, блядь, я поменяю когда-нибудь. Наконец-то. Что-то у меня хилки куда-то переключились. Так, надо лишнее все опять из инвентаря убирать. Ни к чему это дичь вся. Кубики какие-то, какое-то говно, короче. Это все надо снимать, чтобы оно не мешалось. Ну, кстати, это смотря кому как. Терапевт вот что говорит, если типа будет плохо, температура второй день не падает, можете принимать антибиотики, сам врач дежурный сказал. А это дежурный врач случайно не выписал эти антибиотики-то? Ну, то, что он сказал, можете принимать, это, ну, без рецепта. Ты где найдешь эти антибиотики? И, кстати, не всем парацетамол плохо снижает. Кому-то лучше помогает, кому-то хуже. Блять, промахнулся. Ну все, я уже не успею. Заряженный-то удар не хочешь сделать, стоит он, тупит. Не, херовый трай. Сейчас подохну по резкому. Ну-ка, заряженный. Опа. Не. Я сделал заряженный удар ровно в ту секунду, когда он отключился. Антибиотики сейчас продают только по рецепту. Психотропные, ну смотря какие, кстати. По-моему, психотропные какие-то можно купить без рецепта. Смотря что имеется в виду под психотропными. Я тут недавно Орбидол, по-моему, противогриппозное, тоже трескал. 1,5 пачки сожрал, толку никакого. Панацея это все.
Вот в чем прикол этого босса. Ты его не видишь, пока он сзади. А когда он спереди, он чаще на тебя по ходу порчу накладывать, не знаю. Ну, слушай, типа эргоферон, по-моему, кому-то помогает. Мне вот не помогает эргоферон. Эргоферон, а для детей анаферон. Не знаю, не помогает. Но лично мне. Кому-то помогает. Вообще лекарство дело такое. Как правило, короче, я замечаю, что лекарства какие-то в совокупности в основном помогают. Так. Короче, к этому товарищу надо прям очень близко не подходить. Надо дистанцию прям держать. Хорошую такую. Иначе ты не успеваешь от некоторых атак уходить. Типа того. И надо как боксер. Да, сука, сдох. И надо как боксер, короче, прям следить, что у тебя за канаты где находятся. Что за спиной у тебя творится? Но это было нечестно, я еще даже подойти не успел. Блять, ну где он? Вот, мне его жопа нужна. Наверное. Так, бежим, бежим, бежим. Лечимся, аккуратно. Дистанция. Удар не прошел. Блин, я его почти убил. Надо ему за спину забираться. Это не так-то просто, но вполне реально. Только со спины он более-менее себя привычно, скажем так, ведет. Но тут надо еще учитывать. Ну, короче, босс чисто работает от парирования. Парировать его надо очень четко. Вот, не попал. Опять. Попал. Не, плохо.
Ну-ка, получится? Нет. Мне не дотянуться было. Опять не дотянулся. И тоже нет. Если ты его не парируешь идеально, то ты покойник. Вот и все. Только так его можно пройти. Только четкие тайминги. Он сам от тебя отходит, если что. Ах, не успею, да? Не успею. Или успею. Бля, ну угол опять зажал. Тогда давай-ка, чувак, дистанцию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего не получается. Ну, вставай-ка. Чудом как-то дотянулся, но плохой забег. Много лечилок потратил. Плохо, плохо. Так, давай ждем. Надо за спину. Вот так. Все, я покойник. Неверно спарировал, тут же тапнул горе себе. Так, давай, ладно. Перекур надо сделать. Тут что-то... Сейчас подойду.
Она мне порча лежит. Плохо. А и зачем мне 2 хилки-то использовал? Неэкономненько. Я все время пропускаю его вторую руку. Да и первую тоже. Не дотянулся. Вот это обижает, конечно. Вторая фаза. Давай. Жопой ко мне. Лесу передом, ко мне задом. У него, наверное, палка какая-нибудь прикольная выпадет, который босс в руках держит. Так, полечимся. Даже дважды. Ну, получалось же как-то. Не дает. Ну вот тебе как раз и заряженные вот эти удары. Ты далеко не всегда можешь их сделать. У тебя на это тупо времени нет. Так, давай попробуем с этой стороны теперь зайти на него. Я понял. Ну беги.
Ай! Это стенка была, точно. Не хватает мне аптечек, чтобы вторую фазу нормально почувствовать. Я не вижу, когда он замах делает второй рукой. Я тут достал, падла. Так, ну допустим. Да, забежать за него вряд ли получится. Ну, что делать-то будешь? Долго он соображал. Всё, я покойник. Короче, он бьет и по этому, по дуге. Он бьет и прямой.
фокус, бы как бы его удержать, то точно. Но все равно я тут уже ничего не сделаю. Да. Очевидно. Я опять в углу. Ну да. Ты удар наносишь ровно в ту секунду, когда он бьет тебя. Он не дает его зарядить. Было бы странно, если бы он дал. И как он догнал? А, потому что я в стенку опять уперся.
Давай быстрее, бля. Я не успел. Ну почему не дотягиваешься? Ну потому что, наверное, на взмахе был каком-нибудь. Урод. Чё творит, а? Даже встать не дает. Пизда. А меня-то за что? Босс там где-то в текстурах.
Да, он вообще психанул, короче. Все, успокоился. Да, вот проблема этого босса, то что ты его не видишь. На второй фазе просто начинается какое-то сумасшествие с камерой. А он крутит во все стороны, ты вообще не понимаешь, кого куда, на кого смотреть. И в этом беда. Короче, уравняем шансы. Нет, не получится. О, плохие дела у вас, товарищ призывник. Чел-то призывной практически ничего не делает. А у босса дури добавляется, походу. Я вообще ничего не вижу, что происходит. Ну дай ты куда-нибудь хоть тебя ударить. Я не успел убежать. Вроде помощника призываешь, а толку от него, по-моему, никакого вообще.
Ты сдохнешь, нет, чувак? Там разок-то его ударять осталось. Блядь, дай ты подойти. Надо текать. Не-не-не, бежим, бежим. Он все равно догнал. Что происходит? Я вообще себя не вижу. Почти. Блять, я еще встать даже не успел, полечиться не успел, ничего не успеваю. Допустим. Цыпленок. Вот реально. На петуха какого-то похож.
Всё. Вот сейчас у меня... О, это какая-то новая ульта, кстати. Я еще такого удара не видел. А он так даже может? Почему я об этом только сейчас узнаю? Давай. Так. Момент упущен. Ну почему не бьет? Ну, это какой-то беспредел просто. Просто избиение, я не знаю. Жути жуткие. Страхи страшные. Ощущение, что он просто лупит всеми конечностями сразу же и языком одновременно. Ты вообще ничего не успеваешь. Тебе надо и самому его как-то ударить и парировать, чтобы восстановить это потерянное здоровье. Что-то невероятное вообще происходит. Ощущение, что у него и 8 конечностей. Неужели хоть так отключить его? Просто этой бесконечной атаки. Но напарник сейчас быстро отъедет.
Обижать надо. Ох, ни хрена он грохнул просто. Ну давай, вставай уже. Вырубил. Давай быстрее, хватит валяться. Есть. Убитые мной боссы. А куда из них все подевалось? Куда эта штука улетела? Засилье зла. Наконец все готово к спектаклю. Это, видимо, самый самый страшный Карабас-Барабас, Бармалей и так далее. Финальный босс, скорее всего. Не. С трудом одолели мы этого товарища. Эрго изломанного ангела. Хочу вернуться в старый крат к прежнему себе, до того, как алчность овладела мной. Откуда я пришел? Ладно, давай костер запалим. Там посмотрим. Ага. Пришел я вот оттуда, получается. Верно? Да. Ну давай, в общем, по прямой, наверное, пройдем. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Что во имя святого здесь произошло? Я лично без понятия. Кто-нибудь в отеле должен что-то знать. Согласен. Но нам так или иначе в отель надо идти. Путь перегримов. Надо от капкана подальше отойти. Я думаю, что успеть до костра попробовать добежать, до ближайшего, да? Раньше Крат был всего лишь маленьким городком на побережье. До того, как был построен бульвар Элизион, в Малуме помещался практически весь город. Но в период процветания старый город оказался заброшенным и превратился в район опасных переулков и трущоб. Впрочем, сейчас, наверное, остальной Крат мало от него отличается. Старый город сравнялся с новым, правду говорят, что беда никого не щадит.
Угу. Ну вот как раз костер. Знак смеющегося кролика. Здесь покоится дитя, ставшее благословением семьи. Да почиет оно с миром. Чего мне дали? Какую-то штуку. Вот это. Знак в виде улыбающегося кролика был оставлен среди могил в кладбищенских трущобах в районе Маллум. Улыбающийся кролик — хорошо известный знак гвардейца. Говорят, что он служит в качестве пропуска в определенных местах. Учтем. Так. Сейчас здесь нельзя что-то сделать. Ладно, пойдем тогда в отель. Угу. По классике. Ну и дальше там уже локация продолжается. Пойдем в отель, в общем. Тут с троими можно мне поговорить. Давай, наверное, к собаке сначала. Получим оружие. Или амулет. Сейчас я посмотрю, какой у меня навык больше всего прокачан. Подвижность. Ну, подвижность так подвижность. Где собака? Где тут собака зарыта? Я думал, у нее тут виски стоит. Да-да-да, ладно. Вот собака. О, это ты. Я действительно нашел убежище в этом отеле. Я пес, потомок древнейших семей города. Мы, аристократы, возвращаем свои долги. Всегда рад встретить благородную душу. Я удостою тебя чести взглянуть на мои сокровища. Но чтобы заполучить их, тебе придется проявить себя. Эрго могучего врага докажет, что ты заслуживаешь легендарных сокровищ. Тебе решать, согласен ли ты на такой обмен. А пока что можешь полюбоваться. Я сам в неизменном восхищении. Покажи мне, что достоин им пользоваться. Так, вот у нас добавилась вот эта пушка. Но я бы не сказал, что она прям что-то сильно добавляет. И вот это добавилось, что это есть шанс не расходовать импульсы ампулы при использовании. Тоже интересный амулет. Трезубец протокола. Но его разобрать нельзя. Клинок ударный. Весит много. И подвижность у него С с рангом-то всего. И урона я бы не сказал, что он прям много наносит. Ладно, посмотрим. Надо почитать об этих предметах. Стоит ли их вообще качать? Пока что мы давай вот к нему подойдем. Я изучаю безумие марионеток, и похоже, мне понадобится твоя помощь. Для начала позволь показать тебе, над чем я работаю. Я называю это дешифратором World Ergo. Не самое броское название, но передает суть. Если мои подозрения верны, агрессию марионеток вызывает что-то в этом Ergo. Мой дешифратор способен обнаруживать в волнах зловещие сигналы, но я не смогу подобраться к ним достаточно близко, чтобы записать эрго-волны. Не мог бы ты этим заняться. Я не верю, что за этим бунтом на самом деле стоит король марионеток. Это было бы слишком просто и в то же время чересчур даже для него. Нет, я полагаю, что само эрго повреждено или искажено каким-то образом. В общем, я отчаянно хочу выяснить причину, и ты наверняка тоже, друг мой. У меня сердце разрывается при виде того, что марионетки превратились в орудие кровопролития. Зачем это? Мне его куда-то одеть можно или что?
находит ошибки в основном протоколе, наложенном на марионеток. Венедин решил проанализировать длины волн эрго-марионеток, чтобы определить причину их безумия. А избавляясь от марионеток по всему крату, можно набрать более чем достаточно записей с нужными данными. Я не понимаю, это сюжетный или нет предмет. Ну, короче, уже 3 предмета есть каких-то странных. Куда их девать, неизвестно. Я типа что, должен теперь... Теперь тут что, должен за этими марионетками ходить, подслушивать что-то? Непонятно. Может подкопить на вот это дело? Вроде интересно выглядит. Пока не будем тратить. Все равно другим не пользуюсь, молниями этими. Ну, тут удар просто посильнее тока. Тут надо удерживать, но у тебя столько времени тоже точно не будет. Усиленное горение это уже есть, прокачано. Это просто еще более усиленное горение, чтобы толпу поджигать. Но давай, короче, покопим. Это надо здесь 2 и еще потом 3. 5 штук. 5 патронов легиона надо собрать. Что-то она разговаривать со мной начала. Какой-то целью. Здорово, Рисака. Да, возможно, на Золушку. Как же там на работе-то сегодня чуваки говорили то, что сняли или собираются снимать фильм не Золушка, называется, а Залушок, про гомосексуалиста. Подвижность, ну там на выучку у нас то оружие это затачивает сам. Может потом типа выучку вообще прокачать? Хотя хрен его знает. Нет, я не хочу, вот, допустим, этот фильм смотреть как это Залушок. От слова залупа, наверное. Ладно, пойдем. С Папой Карлой потрещим. Опа, что-то можно с котейкой сделать. Потискать. Хуль ты шипишь. Ну, наверное, потому что я марионетка еще. А потом он со временем перестанет шипеть на тебя. Шерстяной уебок. Жертва каменной болезни, превратившаяся в монстра. Какая трагедия. Могла ли каменная болезнь вызвать безумие марионеток? Нет, в этом нет логики. Марионетки не подвластны болезни, но марионетки должны быть не подвластны безумию. Я создал их для служения и защиты, а не яростных атак. Но гвардейцы винят меня. Они думают, что я заодно с алхимиками распространил эту напасть среди марионеток. Как грустно. Столько ненависти, а в основе ее лишь ложь. Поэтому я хочу лишь одного, чтобы ты оставался хорошим мальчиком, не зная ненависти и лжи. Ну да, судя по роже-то он подросток, щетиной еще не обзавелся. Но вообще, если бы у него были волосы подлиннее, я бы сомневался насчет его ориентации. Крат, наверняка ты помнишь его другим, да? Задавай любые вопросы, я заполню твои пробелы. Мы сейчас в малом-то, по-моему, я сейчас еще и не имел доступа.
Все, по идее, да? Короче, что, я, получается, душу с босса получил. Есть какие-то 3 неизвестных предмета. Про Вархаммер, что ли, 40 тысяч, который? Я просто в аху не лобал ни в какую, ни во что. Если бы этот топор, этот какой сабля бы скейлилась вообще на подвижность, она была бы хорошо по урону. Ну да ладно. Вот эти вот 3 предмета, нахрена я не понимаю, яблоко. Может быть, кому-то отдать надо. Вот тут, скорее всего, вот трущобы, районы Малум. Кладбищенские. Тут куда-то этого, куда-то вот этот знак смеющегося кролика надо деть. И вот про эту штуку непонятный энергодешифратор какой-то. Что с ним творить вообще непонятно. Давай что-нибудь качнем у тети, да, наверное. Качаешься, толку что-то никакого. Местами сложнее. Тут потому что, видишь, игра сама не понимает, как она хочет, чтобы ты в нее играл, от парирования или уклонения. То и другое тут работает такое себе. Ну, типа, один босс у тебя, ты его проходишь чисто на парировании завязан, другой чисто на уклонении. Бывает, они это все дело миксуют. Плюс еще зависит от того, как ты сам прокачан. На парирование, либо на какие-то тяжелые атаки. Плюс еще есть ли у тебя способности уворот дополнительный какой-то. Я вроде его качал, а какая-то херня не работает. В общем, тут как бы хочешь, по идее, в игру... Ну, вообще она в основном задумывалась от парирования, проходить ее. Но некоторых боссов будет тяжело. В плане том, что ты, допустим, босса какого-то проходишь, он такой: чувак, ты привык парировать меня? Хера с два, будешь теперь уворачиваться. Вот в чем дело. Поэтому надо и тем, и другим владеть. Ну вот я сейчас 4-го босса прошел, и то призывал помощника, что-то как-то нету настроения сегодня прям носиться. Только на подвижности ты качаешь вообще, блядь, ни о чем. Просто +1. И все. И никак. Мощь мне, но это выносливость добавляет. Ну, опять вот там миллиметр прилетит мне и все. Выдержка — это вес. Выучку качнешь, но +2 тебе будет. Талант — это чисто рука. Не знаю, рукой я только чисто тросом пользуюсь и все. Не вижу в этом смысла. Надо где-то все очки вот эти вот Подожди-ка. А она же был хер в цилиндре. Или ему надо еще что-то сделать? Пластинка. Где-то пластинка нарисована. Пойдем глянем. Там мужик в цилиндре стоял, у него, по-моему, респект можно сделать. Да в целом игра хорошая на самом-то деле. Единственное, что не всегда понятно, что качать. Ну, в какую сторону точнее уходить. Нет какой-то вот прям определенности. Ну-ка, вот эта монашка тут стоит. Нет, свалила. Ага. Спасибо за вашу доброту. Я грешница, которая в прошлом убивала невинных людей. Я не могла обуздать в себе чудовищей, только архиепископ спас меня.
Конечно, он был человеком, как все люди, совершал ошибки, даже святые не выдерживают искушения богатством и властью. Но, по крайней мере, я могу быть собой, а это великая милость. Так что да, я верю, что он был святым. Вы открыли передо мной новый путь. Спасибо, что позволили мне жить человеком, а не чудовищем. Прощайте. А она что-то еще дала. Музяку. Ну, музыка это стопудово будет авторским правом облагаться. Написано, что типа эта музыка восстанавливает человечность, но я что-то сомневаюсь. Я один трек послушал, и как бы толку никакого. Вот, в собор погнали. Вот там мужик стоял. Ну, не знаю, но она, кстати, сложнее местами. Прям, не знаю, может быть даже сложнее секира местами. Главный герой это типа марионетка, который пытается стать человеком. Но это просто практически сюжет этого. Сюжет Буратино. Он пытается стать человеком, как бы, а все марионетки взбесились. То есть раньше они служили во благо, потом они взбесились и начали всех убивать. Возьми, это, ну, как бы, это Bloodborne, короче. Это Bloodborne, но который можно переделать под Sekiro, допустим, так скажем. Говорят, денежные деревья цветут, когда земля охватывает чума. Вероятно, они уже цвели где-то в Крате. Да мне не куб нужен, чувак. Где респект? Блин, надо читать, короче, где тут респектнуться можно. Короче, ладно. Погнали обратно в отель. Сейчас что-нибудь там один уровень или парочку качнуть. Я не знаю, хп что ли, по классике поднять. Надо какую-то пушку, короче, с босса выбить. Ее апгрейдить как следует. И просто нагибать. Но она визуально, кстати, даже похожа на Bloodborne. Хилы он использует, видишь, как в Bloodborne просто. Парирование, как в Sekiro, допустим. Но есть и уворот, допустим, как в Bloodborne. Хочешь вот эти перекаты классические для Dark Souls. Хочешь парирование, как в Бладике. Только не так. Вот, тебе идеальное парирование, которое здоровье тебе не тратит. Плюс еще Пушкина можно комбинировать. То есть вот слишком много вот всего в игру напихано, и отсюда как бы она еще сложнее становится, потому что ты точно не знаешь, какую пушку тебе надо собрать, чтобы она прям кайфовая была. И какие тебе точно навыки прокачать, чтобы это все дело в совокупности работало. Короче, денег она своих стоит, плюс еще, короче, оптимизация у нее хорошая. Это, я говорю, это Bloodborne для ПК бояр. Я ее давно уже ждал, как только трейлер увидел. Ну, я тебе даже скажу то, что ожидания превзошли полученный результат. Я ожидал, на самом деле, чуть похуже игрушку. А тут прям залипалово. Правда, вот, видишь, тут нет такого, типа, сила, там, ловкость. Тут вот мощь, это, оказывается, это выносливость. Жизненная сила, а вот выдержка это что? Это вес повышает и что-то там про руку качает что-то. Подвижность это вот чисто физуха, по-моему. Да. Подвижность, хотя почему подвижность, если это сила должна быть? Выучка это у нас... Ну это типа выучка, если не ошибаюсь, это рукоятки чаще всего качает. На неделю? Ну не знаю. Игрулька-то непростая, кстати. Я говорю то, что вот я с первым боссом его сразу же загасил, но на втором боссе я сидел 3 часа. 2,5. На третьем боссе я сидел тоже где-то 2,5.
Вот сейчас на этом боссе я просидел, ну, чуть поменьше. Но если бы я не призывал никого, я бы сидел, наверное, 3,5 часа. Я говорю то, что тут все не так просто. Либо какую-то пушку надо прям наковыривать. Мне может быть тяжело. Ладно, давай, короче, просто ТП начнем. Души оставим, короче, так. Пусть тусят. Мне вот не нравится, кстати, то, что они еще часто инвентарь тебе забивают. Вот этими вот делами. Может их выложить нахер? Я не знаю. Давай выложим, короче, что? Вот может быть даже из этих имеющихся пушек, как вариант, можно что-то собрать. Стоящее прям. Жалко, оружие с боссов нельзя разбирать. Большой меч. И дубинка. Подожди-ка. Что если вот этот меч соединить с палкой? Что получится? А вдруг? Пойдем зацепим. Бла-бла-бла. Нет, не то. Сборка оружия. Так. И вот так. Подвижность Б, выучка Д. Ну-ка, подожди-ка. Кисачок собрался. Вот сейчас это у меня сабля с длинной палкой. Штука неплохая. Затачивать можно. Урон огнем, там всех дел. А вот это у нас получается мясницкий тесак. Ну, не знаю. Усиленный удар есть. Это она не заточенная, кстати. Физатака 130 плюс 106. Весит, правда, до хрена. Вот, у меня перевес ушел. Ну-ка, шорк, шорк, шорк. Подожди, а давай-ка мы его попробуем на заточку, что будет. Улучшить. Плюс 13. Здесь у меня 150. Но она чуть медленнее бьет, но если его, блин, заточить. Рукоятку, если мы переделаем, у тебя тогда падает подвижность. А, подожди. Надо заводную ручку подвижности, и тогда у тебя скейл идет на букву А. Но ручку ты не теряешь. Ну, в смысле, рукоять. Нет, двух мечей нету. В основном тяжеляк всякий. Тяжелая рапира и сабля, короче. Где там эту ручки можно брать подвижности? У этого? Выучка, талант. Блять, баланс. Вот эту штуку надо. Очень печально, что ее нету.
Нет, стрелкового ничего нет. Ты швыряться можешь только там типа бомбами, знаешь, такой фигней. А если мы ее, допустим, затачиваем вот таким макаром, лоб, а и хер раз-два, не точится она. А вот, зажглась. Вот тебе и огненный топор. Ладно, я подумаю, короче, насчет этой секиры. Может пригодится. Короче, будем закругляться. Завтра продолжим. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.